Это Xiaomi Mi Mix 2S. Первый микс из серии, который вроде бы хорош абсолютно во всем, но не будем спешить. Первая версия и вторая версия Mi Mix получили много лестных отзывов и разных там признаний музеев дизайна, но оно неспроста, сам Филипп Старк руку приложил. Плюс в новом поколении глупо было бы что-то кардинально менять, потому что модель скорее переходящая, а не новая. И спустя полгода Xiaomi сделали работу над ошибками, и теперь у нас есть вот это. Дизайн остался прежним почти. Нет мини-джека, есть Type-C без поддержки протокола USB 3.0 или 3.1, то есть медленный, да. Внизу теперь сетка с динамиком одна, сзади сканер отпечатков пальцев, а керамический корпус переходит в алюминиевую рамку. На старте продаж два цвета — черный и белый. У нас второй вариант — белая керамика в максимальной комплектации. Звук стерео, используется разговорный спикер, звук громкий, но как-то совсем обычный. Еще до презентации в сети публиковали рендеры, на которых фронтальная камера располагалась в верхней части экрана, справа, но этого, к счастью или к сожалению, не произошло. Вообще идея неплохая. По крайней мере, это интереснее смотрится и удобнее по большому счету, если бы не было нижнего подбородка. А сейчас камеры снизу, и для селфи смартфон нужно переворачивать. А вот для разблокировки лицом этого делать не нужно. Да, вы правильно поняли, здесь есть Face Unlock, но конкретно в данном сэмпле функции нет. Потому что они появятся в будущих прошивках вместе с искусственным интеллектом, так что попробуем 1000 разных версий и узнаем, как оно работает. Но Xiaomi настаивают на том, что с таким расположением фронталки все отлично работает, телефон вас однозначно узнает, и на презентации был показан очень классный ролик с художником Ван Гогом, где основной посыл звучал так: неважно, какое у вас лицо, если борода, надеты ли очки, телефон вас узнает всегда. В любом случае, сейчас протестировать нельзя, поэтому непонятно, работает ли в темноте и работает ли одновременно со сканером отпечатков пальцев, который здесь еще быстрее, чем Mi Mix 2, он просто молниеносный. От одного малейшего касания телефон уже разблокируется. 10 из 10 раз — это, наверное, лучший сканер, который я только видел. И еще одна небольшая новость: вряд ли Face Unlock станет эксклюзивом для Mi Mix 2, появится он на старых моделях. Следующее изменение в смартфоне — камера. Во-первых, их теперь две, и расположились они сверху слева, в точности как на iPhone 10, вообще один в один сделано. Но смотрится симпатично, кстати. И какой самый большой минус был в линейке Mi Mix? Правильно, камера. В первом поколении был дешевый сенсор OmniVision, во втором флагманский сенсор IMX386, но все равно ничего хорошего не получилось, а в этот раз Sony IMX363 с размером пикселя 1,4 микрон, такой же модуль установлен в недавно представленных Asus Zenfone 5 и 5Z. Оба модуля на 12 мегапикселей, первый с широким углом и светосила 1,8, второй телевик с апертурой 2,4. Вспышка между двух глазков расположилась. Что на презентации заявили Xiaomi? Лаборатория DxOMark поставила смартфону 97 баллов в общей сумме и 101 балл за фотовозможности, а также 88 баллов за видео. Примерно такие же баллы у Mate 10 и iPhone 10. Звучит, конечно, неплохо, и на деле вот что мы имеем. Опять же, прошивка не финальная, я очень надеюсь, что все поправят, но сейчас так себе работает портретный режим, то есть можно делать снимки с размытием, даже неплохие, но без использования искусственного интеллекта, а это как раз и было самым интересным, так как боке можно размывать различными способами, 6 штук. Это очень эффектно смотрелось на презентации. Во-вторых, качество самих фото не эталонное. Да, оно неплохое. Да, лучше, чем у Mi Mix 2 однозначно, но сравнивать с iPhone 10, наверное, глупо пока что. Фокус не работает быстрее, фотографии получаются не лучше, но они уже очень неплохие, даже хорошие. Плюс есть оптический зум, он тоже себя отлично показывает. Однозначно улучшили качество снимков в условиях низкой освещенности, плюс появилась технология Dual Pixel, где в каждый пиксель добавили по 2 фотодиода для расчета освещения. Есть и оптическая 4-осевая стабилизация видео, кстати, пишет неплохо, умеет в 4К, но только 30 FPS. Вообще за качество фотографий отвечает не только хороший сенсор, но и, правильно вы догадались, искусственный интеллект. Он вообще скоро все за вас будет делать, доводя снимок до идеала. И в случае с Mi Mix 2S он распознает до 206 сцен или различных объектов. Даже портретный режим вы включаете, можно размыть фон 6 разными способами. Здесь, как уже это было сказано, пока что не работает. Кстати, искусственный интеллект обещает минимальные огрехи в размытии фона, потому что обучается и уже обучен на тысячах примеров фотографий. А пока что будем посмотреть, но чуть позже. Камера, в принципе, неплохая, наверное, даже хорошая, но не эталонная. А как только выйдет последняя прошивка, 652 варианта, узнаем, насколько хорошо работает этот самый искусственный интеллект. Плюс есть фронталка на 5 мегапикселей, включаем, переворачиваем телефон. Кстати, вроде бы чуть получше снимает, чем предшественник.
А вообще, тот самый искусственный интеллект здесь не только для камеры. Xiaomi уже задумываются о собственном голосовом ассистенте, и на презентации они показали уже вторую свою умную колонку. Плюс работает все только на родном языке пока что, то есть на китайском, и интеллект всего голосового ассистента сконцентрирован в 100 фразах, которые разделены на 6 категорий. То есть можно управлять умным домом Xiaomi, или найти фотографию по ключевым словам, или вообще переводить текст на лету с помощью стандартного приложения камеры, опять же. Функций, честно говоря, маловато, и вряд ли, очень вряд ли, что это доберется до русского языка. Лучше бы Xiaomi подумали о локальном внедрении, например, Яндекс.Алисы. И даже на этом фишки Mi Mix 2S не заканчиваются. В феврале Xiaomi стала партнером платформы Google AR Core, а уже через месяц показала свой первый телефон с поддержкой приложений дополненной реальности. Более того, игра The Machines, которую представили вместе с iOS 11 на презентации Apple, дебютирует на Android именно с Mi Mix 2S. Сейчас ее можно оценить лишь на айфонах. Дисплей. Диагонали матрицы не поменялись. 5,99 дюйма, разрешение 2160 на 1080 пикселей, соотношением сторон 18 к 9. Хороший дисплей, еще и IPS, так что наслаждайтесь, пока полностью мир не перешел на OLED-матрицы. Прикрыто все стеклом Gorilla Glass 4. Рамки, кстати, небольшие, сам телефон компактнее того же Redmi 5 Plus, а еще Mix 2S в белом теперь не полностью глянцевый, задняя крышка обычной стала, не покрывая боковину корпуса. Тут теперь алюминий 7000 серии можно наблюдать. В конце прошлого года глава Xiaomi Лэй Цзюнь обещал, что Mi 7 станет первым смартфоном в мире на новом процессоре Snapdragon. Не сложилось, первым на 845-м снэпе стал Galaxy S9, а первым из рода Xiaomi как раз Mix 2S. Вариантов оперативной памяти 2, 6 или 8 гигабайт, встроенные 64, 128 или 256 гигабайт. Максимальная версия, которая как раз в моих руках, в Antutu набирает 270 тысяч баллов. Машина-зверь. Абсолютно игровое решение под любые задачи с 3D и так далее. С нагревом проблем нет. Температура приемлемая даже спустя час игр. А вот тротлинг, как и на любых устройствах со Snapdragon 845, есть. Небольшой, но все же. И скорее всего это исправит с обновлениями не только на Mi Mix 2. Работает устройство на Android 8.0 Oreo, неожиданно, кстати, с фирменной оболочкой MIUI 9.5. Здесь уже версия Global, и это, похоже, первый телефон с 9.5 Global. И что можно отметить? Конечно, жесты управления как на Redmi 5 Plus, а значит как на iPhone 10. И работают они отлично. Снизу смахиваем домой, задерживаем палец, включается многозадачность, свайп из краев экрана, действие назад. Есть еще фирменная тема, а во всем остальном это привычный MIUI 9. Что еще осталось отметить? Поддержка 43 диапазонов частот LTE, Bluetooth 5.0 и NFC. Все как у прошлогодней модели. Про комплект забыли. Сюда заботливо положили чехол в цвет смартфона. Чехол очень классный, soft-touch пластик, и нет смысла искать другой. Приятнейший бонус. А еще к максимальной версии на 256 гигабайт дарят фирменную беспроводную зарядку Xiaomi, которую показали на презентации. Ее отдельная стоимость составляет 99 юаней или 1000 рублей на наши деньги. Но зачем она нужна этому телефону? А Mi Mix 2S стал первым смартфоном компании с поддержкой беспроводной зарядки. Свершилось наконец. Поддерживается быстрая зарядка стандарта QI с мощностью 7,5 Вт. А вот объем аккумулятора смартфона остался прежним 3400 мАч, но у Mi Mix 2 отличная автономность, так что с этим никаких проблем возникнуть не должно. В коробке также есть блок зарядки на 3 ампера, переходник Type-C мини-джек, кабель питания и инструкции. Наушников нет. Ну а теперь самое интересное — цены. Mi Mix 2 в России начинали продавать от 35 тысяч. Посмотрим, что будет в этот раз. А вот китайская стоимость Mi Mix 2S такая. Минимальная версия 3300 юаней, средняя 3600 и максималка 4000 юаней. Это примерно 30, 33 и 36 тысяч в рублях. Смартфон появится в продаже 3 апреля, пока что только в Китае, естественно. Работает не трожь. К этой мудрой фразе прислушались специалисты Xiaomi и улучшили без того хороший флагман. Если раньше люди смотрели на Mi Mix и не хотели его покупать только из-за камеры, то сейчас все намного лучше. В принципе, единственная претензия, которая осталась, это неудобное расположение фронталки. Давайте перечислим, что изменилось. Появилось 2 камеры, причем очень хороших. Сканер отпечатка стал работать намного быстрее, появился Face Unlock, беспроводная зарядка, Snapdragon 745 и много искусственного интеллекта. Не так уж и мало для полугодовалого обновления. Жаль только, что не появилась защита от воды и пыли. Теперь будет интересно посмотреть на Mi 7. Сможет ли он переплюнуть Mi Mix по качеству фотографий и будет ли он стоить дешевле. В общем, если вам нравятся наши обзоры Xiaomi и вы хотите больше обзоров Xiaomi, то резко нажимайте на лайк, ставьте там колокольчик. У нас что следом-то? Note 5. В общем, действуйте, если хотите обзор Xiaomi. Как говорится, будем посмотреть, но чуть позже.